Кто же такие пикаперы? Википедия пишет: пикапер – любой молодой представитель мужского пола, который использует шаблонные методики знакомства с девушками. Но как они появляются, эти пикаперы? Мне лично ни разу не приходилось видеть малыша с надписью на лбу «пикапер». Да и на деревьях они не растут. Значит, пикаперами не рождаются, ими становятся. Как правило, молодые люди приходят в пикап по 3 причинам. Первое – отсутствие реакции женщин на их персону. Мотивация этой категории – создать отношения с интересной девушкой. Вторая – неудачный опыт отношений. Этими движет месть, желание влюбить или вернуть и бросить. Месть заставляет искать глубинное знание. Третье – друг привел послушать. Это те, кто не изучают шаблоны и ни в поле тоже они не ходят из-за отсутствия мотивации. Но 2-3 приема заучили и активно ими пользуются. Из этого можно сделать вывод, что до наработки навыков доходит исключительно 1 и 2 категория. С чего он начинает, молодой человек? Сначала он учится знакомиться, отрабатывая шаблоны классического пикапа. Работает в поле, как они говорят. Следующий этап развития профессионального роста – укладывать в постель на 3-м свидании. На этом этапе отсеиваются те, кто хотел найти отношения. Этому же нужно время уделять. Нормальному мужчине есть чем заняться. Остаются кто? Те, кто имеет более вескую причину, а именно неудачный опыт отношений. Дальше он учится укладывать в постель за вечер, это называется фаст. Он переспал сотни девушкой, что дальше? Он говорит: все женщины в сексе одинаковы. Ему надоедает. Он тоже уходит. Или же эта игра так его захватывает, и пикап становится его стилем жизни, и ему хочется нового уровня сложности. Вот здесь и возникает новая ступень профессионального роста. Пикапер повышает уровень девушки. Женщины для пикапера подлежат классификации от 1 до 10. Чем красивее и статуснее, тем выше цифра. Привлечь 5 легко с помощью классического пикапа. А вот что делать, чтобы получить 9, 10? Нужен совершенно другой уровень подготовки и знаний. К этому моменту он отходит от шаблонов и создает уже свой материал, свои заготовки, персональные шаблоны, которых нет в книжках. Дальше учится соблазнять красоток за вечер фаст. Что потом? Соблазнитель не просто красоток, но еще и успешных. Научился делать и это. Скучно. Что еще? Может влюблять в себя? Научился влюблять, управлять ее эмоциями. Что дальше? Учится управлять так, чтобы она сама приглашала его на свидание? Вообще никакой ответственности. Женщина делает все сама. Даже если я ошиблась в порядке ступеней их профессионального роста, возникает вопрос: сколько лет понадобится для этого? Это годы тренировок. По признанию одного из гуру пикапа, 100 девушек в год – это нормальный темп для тех, кому пикап стал стилем жизни. Получается, что спустя годы тренировок он превращается в этакого бойца спецназа пикапа. Долбанный отряд альфа. Он может соблазнить девушку любого статуса, при этом его собственный статус не имеет значения. Его навыки отточены, он становится мастером соблазнения. Возникает вопрос: он так долго шел по этому пути, а это минимум 3 года, хотя мне кажется, что лет 5. Значит, у него обязательно должна быть причина. Люди никогда ничего не делают просто так, у них всегда есть причина. А причин этих 2 – личная выгода. У него есть интерес, или это игра ради игры. Если с психикой все в порядке, то интерес, а если нет, только игра. Те, у кого психика травмирована, превращаются в игроков, адреналиновых наркоманов. Власть – это самый сильный наркотик. Их навыки и знания дают им ощущение власти. Они чувствуют себя кукловодами. Они утверждаются в своем величии и ищут женщину поудобнее. Когда я писала свой роман «Жить жизнь», я изучила тонны литературы. Насмотрелась недели видео, наслушалась аудиозаписи, наобщалась с гуру и адептами пикапа. После всего прожитого и пережитого сделала один важный вывод. Пикап – это молоток, которым, как известно, можно гвоздь забить, дом построить, а можно палец разбить или голову. Все зависит от того, у кого молоток в руках, как он применяет его лично и как учит применять других. Предлагаю познакомиться с самыми знаменитыми гуру пикапа, потому что имею право на субъективное мнение. Для того, чтобы понять, кто такие ученики, нужно понять, кто их учителя. Основателем первой школы пикапа принято считать автора, появившегося на прилавках в 1992 году, моментально ставшего популярным творением руководства по пикапу «Как затащить в постель» Росса Джеффриса.
Книга предназначалась для мужчин и содержала целый ряд практических указаний, способных ускорить момент знакомства с девушкой, завладеть ее вниманием и в конечном счете, как и следует из самого названия бестселлера, затащить в постель. «Скоростное соблазнение» родилось из попыток Росса кардинально изменить свою сексуальную жизнь. Он открыто признается, что в течение долгих лет мучился от недостатка сексуальных связей с женщинами. После обучения у Ричарда Бендлера, основателя НЛП, Росс великолепно воплотил принципы эриксоновского гипноза и основы НЛП в мощные инструменты для быстрого соблазнения и описал это в своем творении. Росса Джеффриса по праву нужно считать папой всего пикапа. Именно он основал самый первый в мире семинар по соблазнению Speed Seduction, а также самую первую в мире конференцию, посвященную вопросам знакомства и соблазнения. Все же остальные гуру пикапа так или иначе являлись его учениками. Вторую волну развития пикапа нужно назвать появление книги «Метод Мистери» Эрика фон Марковика. Эрик известен в пикап-сообществе как Мистери, один из наиболее известных и почитаемых гуру в США. Разработал свой метод шаблонного соблазнения статусных, красивых, успешных женщин с одноименным названием «Метод Мистери». Вторая книга получила название «Метод Мистери. Как таскать постель красоток». Мистери признается, что был крайне застенчив до прихода в пикап и не слишком привлекал внимание женщин, скорее наоборот. Пикап изменил его жизнь, и, как он сообщает в своих книгах, теперь он спит исключительно с красотками. В настоящее время Мистери является создателем и главным инструктором компании «Метод Мистери», которая проводит семинары по соблазнению по всему миру и продает различную мультимедиа-продукцию на эту же тему. Также возглавляет компанию «Венерианское искусство» и ведет реалити-шоу. Следующим ярким представителем назову Нила Страуса, автора книги «Игра». От себя добавлю, рекомендую почитать эту книгу каждой женщине, хотя бы 50 страниц, для того, чтобы понять, как мыслят и живут гуру пикапа. Кроме этого, в «Игра» описаны судьбы самых знаменитых пикаперов мира. И если вы увлекаетесь психологией, то сможете многое понять для себя. Я же отходила от прочитанного несколько дней. Именно в книге Нила я открыла такое понятие, как игра. В пикапе это значит состояние, когда пикап становится стилем жизни, неким символизм тайного сообщества пикаперов. Мировые гуру – это хорошо, но нам интересны те, кто поближе к нашим телам. Потому что именно они вкладывают в головы начинающих свои мысли. Самым знаменитым, конечно же, является Филипп Богачев. Искренне скажу, что Богачеву аплодирую стоя. Именно он своим безграничным энтузиазмом вдохнул жизнь в отечественный пикап. Кроме того, не могу восхититься его аналитическим умом. Я уверенно могу сказать, что РМС – самая сильная школа пикапа в мире. Именно Богачев смог взять все самое действующее из мировых течений, приправить это гипнозом и сотворить дьявольскую смесь для уничтожения женской самости. Благодаря его коктейлю женщина превращается в куклу, которую можно заставить улыбаться или плакать, радоваться или горевать, любить или ненавидеть, всего лишь дернув за нужную ниточку. А пикаперы стали кукловодами, профессиональными игроками с женским бессознательным. Он создал идеальную систему, которая выращивает профессиональных убийц женской самости. Многие гуру публично заявляют о том, что пикап изменился. Появилось понятие «экологичность отношений», предполагающее недопустимость отношения к особе противоположного пола лишь как к объекту манипуляций, способных причинить серьезные психологические травмы. Но правда такова. Каждый гуру несет свою идеологию, которую, конечно же, вкладывает в голову своим молодым адептам. Один только ПЗР говорит о многом. Аббревиатура расшифровывается как «пизда затмила разум». То, что я всегда считала гармоничными отношениями между мужчиной и женщиной, для них ПЗР. Их гуру так и пишет: если вдруг возникло желание быть только с одной женщиной, это нужно немедленно лечить. Знаешь, какие самые правильные отношения для профессионального соблазнителя игрока? Он в отношениях, вы все для него делаете и в сексе, и в карьере, а он при этом трахает все, что движется. Соблазнитель должен соблазнять, утверждает гуру. А если вдруг он верен, то это ПЗР. На вопрос, что же делать, если я влюбился, гуру отвечает: варианта 2. Т-10Д или застрелиться. Говорить в интервью красивые фразы или писать их на первых страницах своих сайтов – это одно. А вот то, чему ты учишь, является истиной.
Поэтому, когда читаешь книги или форумы, или слушаешь закрытые видео и аудиоматериалы, приходит убеждение, что понятие экологичность является скорее случайностью, чем закономерностью. Моя самая любимая книга Эрмес – «Мастерский курс». Достаточно прочитать оглавление, и холка становится дыбом. Для тех, кому этого окажется мало, прочитайте отзывы участников в конце книги и описание семинаров. Я так и не смогла найти информацию о том, что хоть кто-то из них, овладев мастерством пикапа, смог создать длительные отношения. Почему? Постоянное использование шаблонов НЛП и гипноза сделали их заложниками собственных техник. В их голове все время стучит вопрос, что будет, если эти техники не применить. И еще второй, нужен ли я ей без техник? И именно это заставляет их переходить от тела к телу, обесценивая всех женщин на своем пути, вуалируя собственные комплексы громкими фразами «У меня безграничная тяга к новому, ведь я же альфа». Напомню, что самый действенный способ защитить себя – это знание. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ваши рекомендации спасают тысячи.